поэтому можно в октябре приезжать. И мы обязательно, это наши, готовый наш ужин. Нас рындой позвали к ужину. Так, мы собираемся в поездку завтра до моря. И, естественно, возьмем вас с собой. Но для того, чтобы собраться, нам нужно сделать небольшой шопинг в продуктовом магазине. Нам не хватает немножко продуктов, поэтому приглашаю вас с собой. У меня с собой сумочка, которую я вам уже показывала. Вот наш магазин Самбери. Мы здесь с вами уже были. Постоянно что-то. Вот натуральные продукты собираются продавать, видимо, дикороссы и так далее. Сейчас возьмем тележку и пойдем закупаться. Хочу сказать, что у меня бывает разное настроение, когда мы едем отдыхать. Бывает так, что ничего не хочется везти с собой. Ну, машина у нас большая, поэтому позволяет, очки уже можно снять, позволяет много чего взять с собой. Но иногда такое настроение, что ничего не хочется брать, а иногда наоборот, что с собой везу, знаю, что буду готовить. Вот мне понравился вот этот крекер Любятово. Мы брали с травами и томатом. Вот этот вкуснее. Есть еще с розмарином и солью. А детям больше вот этот с томатом понравился. Мы возьмем пару пачек с собой погрызть вечером. Надо взять всяких печенюх. Здесь еще какой-то крекер есть. Крекер янтарный с сыром. Вот такой. Не пробовали. Возьмем, обязательно расскажу. Ладно, мы сейчас продолжим покупки. И потом обязательно сделаем обзор того, что мы купим в этом магазинчике. Сроков получения призов указано на сайте www.football-pepsi. Нам нужно средство для мытья купить. Это кедровый пломбир Гроспиро. Вот напомнить, что за окном лето, а во мне не Надо. свежее свежее молоко. Да, давай посмотрим. Есть наша? Значит, берем. А в пачках нам вот пачку. Вот такой. Это самая лучшая туалетная бумага в мире, я думаю. Так, а полотенца у нас есть вот такие еще? Подорожали они так хорошо, да? По-моему, дешевле были. 4. Ладно, дома, по-моему, еще есть. Возьмем с собой, а потом еще возьмем. Вот здесь вот зона овощей и фруктов. Мы, чтобы далеко не тащить, здесь не будем брать. Возьмем во дворе. Вот такая зелень. Зелень мы наберем на даче завтра по дороге. Ну, в принципе, ассортимент вот такой хороший. Ассортимент. Можно выбирать все, что угодно. Вот такая овощная зона. Вот здесь разнообразные напитки. Сейчас выберем, что взять с собой. Там магазины будут далеко находиться, поэтому по максимуму дорога плохая, поэтому будем по максимуму брать в магазине здесь покупать, потом с собой везти в сумке холодильник. Повыкладывай немножко.
Закупились продуктами. Сейчас поедем домой собираться. Складывать все в ящики и упаковывать потом сразу в машину. Сегодня у нас 22 июля. И мы отправляемся завтра в путешествие в Андреевку с детьми отдыхать. Даже не в Андреевку, а Витязь, это еще дальше. И обязательно расскажу, покажу. На улице жара, конечно, стоит просто жара. Уже давно такой жары не видели. Мы стараемся с семьей и детьми выезжать несколько раз. 2 раза стараемся за лето выехать далеко на море, на хорошее море, потому что в черте города в Владивостоке мы не купаемся. Самое ближайшее, это либо остров Русский, мы ездим купаться, несколько у нас там есть любимых бухт, либо это Шамар. Но и на Шамаре такое паломничество людей. Я, если честно, не очень люблю, когда большое скопление людей. Это вот тело на теле. Мне это не очень. Поэтому стараемся 2 раза хотя бы за сезон выехать подальше. Это где-то от 3 часов дорога занимает в Андреевку. Дорога плохая, сразу скажу. То есть это и ухабы, дырки. Постоянно стараются, конечно, сделать дорогу. Но ливневые дожди, естественно, все это разбивается и так далее. Поэтому занимает где-то от 3 часов. Смотря сколько остановок сделаешь. Больше остановок, больше времени это все занимает. Это юг Приморского края, так сказать, уже край земли. Вот. Если получится, мы сходим. Хочется мне вот именно в 6 утра попасть на очень красивую бухту и показать вам. И если получится, то мы это сделаем. Вода там вот реально она бирюзовая, как показывают в фильмах, потому что белый песок. Вот этот вот цвет бирюзовой воды, как показывают в лагунах в фильмах, этот цвет, он реальный есть. И он зависит от того, что морская вода именно в белый песок. И тогда получается вот этот вот лазурный берег, так сказать, и зелено-синий цвет воды. И если у нас, и еще когда это в солнечную погоду все, тогда именно вот такой цвет, как показывают в фильмах, он реально его можно встретить. И если получится и повезет нам с погодой, то обязательно его покажу. И покажем виды с высоких точек, потому что природа Приморского края, она действительно такая, так сказать, незабываемая и очень красивая. То есть, если знать места, и можно встретить просто такие виды, которые только на картинках встречаются и в каких-нибудь зарубежных фильмах. Поэтому это все нас ждет. Будем кататься, ездить и смотреть, наслаждаться природой и погодой. Туалетов не имеется, зато есть вот такие знаки, говорящие о том, что вот здесь вот ничего этого делать нельзя. Правда, непонятно, где можно. Вот так вот. Это Россия. Ну что, все по машинам? По машинам? Или по машинам? Ну вот, мы уже в пути. Находимся в деревне Зеленодворовка. Сейчас заправляемся. Вот, приехала наша команда. На улице сегодня 32 градуса. Мы тут машину заправляем. Заправили сейчас пистолет на место. И пойдем рассчитаемся. Так, что у нас? Залили 92 бензин. 60. Видно или не видно? По 47,88. Вот такая у нас цена на 92 бензин. Заправка вот эта вот, в принципе, хорошая. Мы здесь всегда останавливаемся на ней. Но туалет, как и везде у нас
В России это больное место. Туалета здесь не найти. Подъехали ребята, с которыми мы путешествуем. Всегда. Вот она, наша команда. Команда, помашите рукой. Молодцы. Все. Еще не вся команда вылезла из машины. Она не будет вылазить. Это была еще не вся команда. Вот еще часть команды. Часть команды с животными. Да. Ты мой сладкий. Че, он нормально дорогу переносит? Да. Вы выпустили. Если сейчас овод залетит, то будет Да? явно ненормально. Наша не хочет. Мы сейчас проехали деревню Барабаш. В принципе, там деревня ничем не примечательна, но сейчас мы двигаемся в основном в приграничных районах. Вот это вот все, это приграничные районы. И в Барабаше, я знаю, что много военных раньше было, и там разрушенные казармы есть. Сейчас более-менее привели в порядок. А мы сейчас едем вот справа и слева, наверное, уже здесь даже начинается. Приближаемся к заповеднику. Заповедник называется «Земля леопарда». И раньше дорога проходила через него вот так вот, просто как мы сейчас едем. И я покажу, недавно сделали туннель для того, чтобы не мешать переходу через дорогу леопардов, потому что ежегодно несколько леопардов, ну, насколько передают по средствам массовой информации, гибло, то есть их сбивали машинами. Получается, что заповедник находится как бы и с одной стороны дороги, и с другой стороны дороги. Леопарды переходили дорогу, и их иногда сбивают. А так как счет их ведется буквально на единицы, ну, может быть, там десятки какие-то, то, естественно, каждый леопард на счету. И вот на всей территории этого заповедника установлены камеры, и просто так ходить по ним нельзя. То есть есть специальные экологические тропы проложенные, проводятся экскурсии. Можно заказать экскурсии, прям некоторые компании организовывают. В Владивостоке можно это сделать, заказ. И потом приезжают автобусами и водят, показывают, где установлены камеры, следящие за леопардами, где они проходят, где они кормятся и так далее. Вплоть до следов леопарда можно увидеть. Скоро мы приблизимся к туннелю. Я покажу, какое сооружение просто выстроили монументальное для того, чтобы спасти этих животных. Машина. Освещение и вытяжки стоят. Все сделано по уму. 30 градусов. Выехали из туннеля, он небольшой, но вот небольшую часть дороги покрывает. А на улице у нас сейчас 30 градусов. Вот температура уличная. Плюс солнце и плюс духота. Продолжаем ехать к морю, чтобы купаться, отдыхать. Доехали до базы и начинаем выгружаться. Сейчас сделаем небольшой обзор дома. Так вот он выглядит с внешней стороны. Такая. Привет. Здесь баней пахнет, да? Баней пахнет из-за того, что это. Ага. Ты открыться не можешь или что? Одна комнатка. Такая. Я же сказала, не закрывайся. Со шкафом. Я в другую сторону просто потянула.
Вторая комнатка. Здесь большая кровать с диваном. И еще маленькая. Отсюда выход вот на такой балкончик. И вот вид с нашего балкона. Пусти меня. Здесь можно зайти в другую комнату. Получается, наверху. Ладно, я зайду там. Наверху 3 комнаты. Вот в эту комнату мы сейчас смотрели. Вот, тоже большая кровать и диванчик. Это под крышей расположено. И здесь отдельный санузел для проживающих на 2-м этаже. Спускаемся вниз. Здесь... Ой, какие ступеньки неправильные. Большая кухня. Олеся, спроси там, мясо оставлять сегодня или нет? Или Кухня. А здесь большая столовая. Вот такая. С камином. Здесь, видимо, зимой можно посидеть хорошо. Большой компанией. Сегодня вечером мы решили съездить на бухту Астафьева на машине. Вчера ходили пешком. Дорога занимает где-то 20-25 минут. А по лесочку дорога проходит. И, в принципе, достаточно такая, приятная, и быстро доходишь. На машине дорога должна занять, раньше занимала большее количество времени. Сейчас мы опять пробуем какую-то новую. Посмотрим, сколько это займет. Здесь море у нас, бухта Витязь, мелкая и очень теплая. Вчера измеряли температуру воды, была порядка 29-30 градусов. И вода такая мутная, нечистая. Вот народ здесь на квадроциклах передвигается, потому что дороги, конечно, очень убитые. Либо вот на таких больших машинах. А маленькие машины здесь иногда пытаются проехать. Кому-то получается, везет, кому-то не получается. Но это всегда лотерея, потому что мы несколько раз за свои путешествия видели людей, которые оставались здесь с вывернутыми колесами. Вот так вот все застроено здесь. Людей достаточно много. На всех базах вот такие полные парковки. Ну что, сейчас разведаем дорогу новую. Посмотрим, что и как. Будем наслаждаться видами, периодически останавливаться. Вот дорога вся такая в камнях больших. Такая вот, и она вся будет такая. Ни асфальта, ничего другого здесь не предусмотрено. Там сейчас еще повезло, что уже давно не было дождей, а если здесь проходят дожди, то, конечно, все это превращается, расквашивается в глину, и проехать тогда еще намного сложнее. Есть вариант застрять. В некоторых местах затруднен разъезд. Дорога буквально на одну машину, не шире. Как называется трасса, которой этот КамАЗ-мастер ездит? Бездорожье. Сафари? Сафари, да, точно. У нас сафари. Трохи. И погода, наверное, как в сафари. Я думаю, тоже. Это приехали.
Вот это большая бухта Астафьева с белым песком. Бухта Астафьева является заповедником морским. Только она. Красиво. Ага, вот этот кордон. Так, туда наверх. Следующий кордон. Что такое? Чем? Бампером. Бампер пострадал. Ты думаешь? Или, ну, может быть, этим глушителем. Крюком, скорее всего. Крюком, может быть. Фаркопом. Вот здесь место люди паркуются для того, чтобы пройти на базу. Ой, на Бухту оставь. бухту Астафьева, на большую, которую я сейчас показывала. Мы хотим проехать еще, разведать одну маленькую бухту, которая находится перед Астафьевым. Небо сегодня такого синего цвета. И вообще ни облачка над нами нет. Только немножко наползает туманчик вон с той стороны. Вот здесь у нас видовая площадка. Немножко мы заблудились. Сейчас определим дальнейшую дорогу, а я пока хочу показать вам бухту. Вот именно вот этот вот цвет воды, про который я говорила, это связано с тем, что здесь белый песочек. Вот наша цель, вот та бухточка. Растительность здесь уже такая южная, низменная, потому что здесь сильные ветра, и вот сейчас видим, что ветер. Вообще красота такая. Вот этот вот цвет, я сейчас смотрю воды, он реальный. И цвет неба тоже. Белый песок. Сейчас вот по той дороге мы подъедем. Такие сумочки. Красота здесь. Вода чистейшая, прозрачная. Никаких водорослей здесь не встречается. Хотя песчаный пляж, но водорослей очень в малых количествах. И дальше вон там продолжаются вот эти вот бухты с белым песком. Но туда уже не подъедешь. Там вообще экстремальная дорога, и только на подготовленных машинах можно подъезжать. Вот, хочу, чтобы вы насладились вот этим видом. И мы отправляемся дальше дорогой. Снимаю водичку.
Привет. У нас готовы морепродукты. Сейчас идем. Наш мальчик идет. Красавчик. У нас темнело, и наконец-то вот начинают готовиться морепродукты наши. Часть уже готова, Сейчас часть еще чистится. вот, блогер тут, понимаешь, тут занят съемкой. Вот. Сегодня главный готовщик. Да, могу. У нас сегодня второй день отдыха. И наконец-то спала жара ужасная, которая здесь была. И, если честно, невозможно было не снимать, не накраситься, ничего сделать. Вот я только привела себя в порядок, потому что косметика просто стекала. 34 градуса в тени, и при этом духота, очень сильная влажность, ничего не сохнет. Мы находимся в бухте Витязь на базе отдыха. Ну, что я вам могу сказать? Мы привыкли, конечно, отдыхать с большим комфортом. Даже когда мы отдыхаем в палаточных лагерях, в палатках, так скажем, у нас есть кухня и все оборудованное, душ, туалет и так далее. Вот, поэтому, конечно, когда мы приезжаем отдыхать в дома отдыха, тем более за сумму достаточно, я считаю, большую, и большую для вот того комфорта, который они предоставляют. Это 17 тысяч в сутки стоит дом. Я, конечно, хочу сказать, что база этого не стоит таких денег. Единственное, из-за чего мы приехали сюда, я думаю, приезжают многие путешественники, это то, что здесь близость заповедника. Это бухта Астафьева, которая является заповедной зоной, и, конечно, там белый песок и просто красота неимоверная. Я сделаю обязательно обзор и видео, наснимала для вас много материала, как мы купались, ходили, какие дороги туда. Конечно, проехать туда можно только на полноприводных больших машинах, и многие пытаются даже на приусах туда проехать, и, наверное, это им удается, но это если у вас машина, так скажем, в расход, и есть вероятность, то есть за свои путешествия, мы здесь путешествуем и отдыхаем не один год, уже, наверное, раз 10 мы здесь были, практически каждый год мы стараемся сюда приезжать. Населенность здесь очень большая, потому что это юг Приморского края, погода здесь и море прогревается значительно лучше, чем в городе, поэтому сюда приезжает практически весь Приморский край, и даже не только Приморский край, но и Хабаровск, Иркутск встречается, то есть с различных регионов, так скажем, из Якутии сюда приезжают отдыхать. Поэтому вот в самой Андреевке, конечно, густонаселенность очень высокая, и мы стараемся в другие бухты проехать. И из-за этого, естественно, когда нет конкуренции, люди знают, что все равно твой дом снимут за любые деньги, приедут, потому что многие отдыхают просто в палатках, уже здесь мест не найти. Это нам так повезло. Почему еще мы здесь остановились? Просто мы не озаботились этим раньше, потому что мы думали, что, скорее всего, нам придется уехать в середине лета. Я потом расскажу, почему. Уехать нам все-таки придется, но в конце лета, то есть все это сдвинулось, и мы думали, что нам нужно будет уехать еще в июле, поэтому мы не озаботились раньше бронированием базы отдыха, но и сейчас нам пришлось брать все, что есть, все, что осталось, так скажем. Вот бассейн я хотела вам показать, который есть, то есть это небольшой бассейн, буквально, наверное, 3 на 2 метра. То есть бассейн не больше, чем маленькая теплица по площади. Но это покупаться только маленьким детям. То есть с той базой, с гостиничным комплексом «Авангард», на который я делала вам обзор, это не сравнится. Там бассейн огромный, 8 на 11 метров. То есть есть где развернуться, и он глубокий, можно поиграть, и взрослым покупаться. И он теплый, отапливаемый, поэтому можно в октябре приезжать. И мы обязательно, это наши... Готовы наш ужин. Нас рындой позвали к ужину. Ребята готовят. Сейчас мы с вами пройдем, посмотрим, что у нас там
за ужин. Ну так вот, конечно, это не сравнится и по качеству, то есть видно, когда у базы есть хозяин, и когда хозяева базы настроены на то, чтобы работать с постоянными клиентами, тогда даже не нужна реклама никакая. И, между прочим, если вам нужны будут координаты этой базы, можно писать либо в комментариях, либо в личных сообщениях. Я обязательно с вами ими поделюсь и направлю вас непосредственно к хозяйке этой базы, гостиничному комплексу «Авангард», где вы сможете забронировать себе круглогодично. Один корпус, как я говорила, у них круглогодичный. Ну а здесь, за неимением лучшего, вот мы вот так вот размещаемся. Бассейн сделан вот в таком типа кораблик, и там внутри находится бассейн. Сейчас, конечно, вчерашнюю ночь я не спала практически, потому что была уж страшная духота, а без кондиционера это просто делать невозможно, а тем более людям, у которых есть проблемы с давлениями. Вот, Витязь, это бухта, которая здесь есть. Она мелкая, и, как я говорила, вода в ней сейчас очень-очень теплая. Даже неприятно купаться, и не чистая. И медузы уже начали подходить, хотя, в принципе, говорят, что и в Владивостоке тоже уже медузы подходят. Вот. Это как бы две стороны одной медали. У нас либо холодная вода без медуз, либо она теплая, и тогда начинают подходить медузы. Ну, надо с чем-то смиряться и как-то жить. Ну, вот такой обзор. И я даже сделала вам небольшой обзор по дому. И этого, я считаю, достаточно, потому что, ну, я не хотела бы вам рекомендовать здесь останавливаться. То есть есть более достойные базы отдыха. Наверное, в этом году мы уже не попадем в Андреевку, но в следующем году обязательно, конечно, мы с вами путешествуем в эту сторону и найдем места, где можно хорошо отдохнуть, потому что я думаю, что в ближайшее время нас, конечно, ждет только отдых в наших родных пенатах. Ну что, ужин готов? Пошлите посмотрим, что там нам приготовили. Вот такая мангальная зона. Здесь стоит мангальчик, есть казан. Самая, конечно, большая прелесть, что здесь нет комаров. Хорошо, хорошо, Виктор, давайте, вызывайте. Ну что, ребята, помашите всем. Всем приятного аппетита. Команда. Команда?